Хорошо, что хоть у тебя гараж есть, куда машину можно загнать. А у меня вот нету гаража. Построй, купи ангар. Да, блинчики. Что надо? Куда надо попали? Как бешпармак. Начинка. Классно ты сравниваешь. Такой штукой я никогда не пользовался, поэтому давайте вместе посмотрим, что это такое вообще и с чем это, как говорится, едят. О, желтая, а я думал будет синяя. Ну, похоже, как будто бы на какую-то краску. Взял вот такой дешевый валик за 600 тенге. Надо, кстати, посмотреть, ее надо разбавлять, не надо. Качество для профессионалов. Видите, ребят, уровень, это уже говорит о многом. Обо мне, как о профессионале. Берем шпатель, ему всякую. Интересная консистенция такая, не совсем как сливки, конечно, такая липкая. Как всегда, все муздыкал. Начну вот с этой стены, потому что под смесителем здесь хочу в водорозетках кое-что подправить, там подштукатурить, чтобы они более надежно держались. Так, ну вот я сделал первый слой. Наносится примерно как краска на стены. Запаха практически нет. Ну и вот финальный результат, который у меня получился. Как будто бы стен в желтый цвет покрасили. Ну и теперь предстоит самая сложная и ответственная работа. Я уже взял одну плитку, примерно примерил, что да как. Начну, наверное, вот с этой стены. А здесь до конца подсыхает гидроизоляция. Буду класть, значит, здесь целую плитку, а вот здесь ее придется подрезать. И здесь то же самое, то есть отсюда в угол. То есть здесь пойдет раз, два, и третью плитку нужно будет немного подрезать. Единственный момент, который остается до сих пор под вопросом, то есть здесь раз, два, и если третью плитку кладешь, она под самый потолок практически. То есть нужно будет докидывать очень много штукатурки, я не знаю, есть смысл, нет, наверное, тоже верхнюю плитку вот так по уровню все отрежу. Затем выставляю крестики, на которые я буду ставить первую плитку, да. Возьму лазерный уровень и постараюсь ее максимально по уровню поставить. Карандашиком аккуратно намечу, пойду на улицу и попробую болгарочкой отрезать. Один способ подсмотрел, надеюсь, он мне поможет. 10 раз перепроверил все, переотмерил. Еще уровень, козел, сел. Вот этого штатного штатива не хватает, пришлось поставить его на стул. Такой способ я, естественно, увидел на просторах интернета. Для того, чтобы рез получился еще более ровный, я думаю наклеить сейчас сюда малярный скотч. Заматериться так хочется, честно говоря. Так, берем наш замечательный стеклорез, придавливаем наше правило. Так, значит, теперь вот этот вот пропил, который я здесь сделал, дорабатываю болгарочкой на улице. Надел на болгарочку вот такой алмазный диск без прорези. Одел в этот раз защиту, перчатки, все как положено. На улице, блин, холодно. Сколько градусов? Минус 16, в принципе, не сильно холодно. Честно сказать, волнительно даже как-то. Сейчас мы ее чуть-чуть подкрутим, чтобы она не скатывалась никуда. Ну вот и все. В принципе, я вам скажу, что кафель достаточно податливый и несложно режется болгаркой. Я, конечно, не знаю, что здесь под скотчем на облицовочной стороне, но у меня такое ощущение, как будто там идеал. Смотрите, действительно, видно, нет? Идеально. Теперь главное, чтобы по размеру все было четко. Но тут, если что, если вдруг он будет большой, можно будет еще его подтесать, он станет меньше. Идем примерять. Развел плиточный клей, беру плитку, кидаю сюда, смотрю, что все было по уровню. Вот такие штучки. Называется система выравнивания плитки. То есть относительно друг друга, чтобы плитка вот так не расходилась, чтобы между ними был правильный зазор, как раньше крестики ставили. Пользуют вот такое СВП. Наверное, сначала нанесу сюда немного, протяну.
всякий пожарный. Теперь вот такая гребеночка, ей раскатываем клей вот таким макаром. Раз, два, лишнее убираем. Взял специально хороший клей. На таких вещах я думаю, что не стоит экономить. Надо было гребеночку побольше, конечно, ну ничего страшного. Ну и теперь момент, которого я так долго ждал. Так, а какой стороной она хоть? Притуляем ее. Сразу лишнее убрать. Я так рассказываю, как будто сам учу кого-то. Потом хрен отдерешь. Да. Теперь, пока плитка не схватилась, нужно же уровень выставить. Так, нам же надо еще вот эту плоскость ровно. Идеально! Ничего. Готово. Теперь на очереди вторая штучка. Ну и вот такой промежуточный этап у меня получился. Сейчас расскажу про трудности, с которыми я лично столкнулся, и об этом в интернете никто ничего не говорил. Во-первых, когда вставляешь вот эти вот маячки, нужно за каждым следить, чтобы он очень плотно вот так вот прям садился на плитку, чтобы никакая мусоринка между ним и сюда, в общем, нигде не попадала, чтобы стыки везде были идеально ровные. Не сказать, что прям совсем идеал, но я думаю, для первого раза. Второй момент — это слой, который ты накладываешь на плитку. Вот эту плитку я перекладывал, наверное, раз 5. И вот эту тоже раз 5. Ложил, и она очень сильно выпирала отсюда, и я не мог ее никак выровнять. То есть здесь слой нужно было в этом месте поменьше делать, здесь слой побольше, тогда плитка ложилась ровно. Здесь тоже угол очень сильно торчал из-за того, что было много клея. В общем, все эти тонкости, все эти моменты нужно учитывать. Плюс я перехвалил, видимо, себя и плохо отрезал вот этот угол, но ничего страшного, здесь пойдет плитка, она все выровняет. В часах 9:30 будем продолжать. Теперь начинается самое интересное. Ну, конечно, этим заниматься интересно, но и самое муторно. Нужно будет на этой плитке вырезать водорозетки вот здесь. Раз, два. Взял специальную коронку с алмазным напылением в магазине. Давайте посмотрим, что у нас получится. Я не знаю даже, как я это сделаю. Может быть, кружок какой-то обвести? Во, точно. Надо коронку поставить и ее обвести. Просто думаю, что я сейчас начну пилить, сверлить, и коронка просто будет прыгать. Я не знаю, как люди ее центруют, что-то выдумывают, приклеивают здесь. Я сейчас поставлю коронку, ее обведу для того, чтобы у меня была более-менее хоть какая-то окружность. Смотри, это оказалось не так трудно. Легко пилит. Еще водички. Следующее отверстие. Итак, вот что получилось. Вот здесь я, конечно, небольшой косяк сделал, но это из-за того, что я побоялся сразу прямо сверлить. Начал под углом.
Поэтому, но это ничего, это скроется. Нужно раскрутить эксцентрики и можно примерять. Значит, спустя одну ночь, вчера я лег спать без 15,2. Всю ночь работал над этой водорозеткой, пытался ее выдвинуть как нужно. Сегодня я уже сделал, выложил плитку вот сюда. Конечно, это дается очень-очень трудно, чтобы сделать все в уровень, вот это вот все подобрать, чтобы это все совпало. На самом деле это непросто. На это нужно знание, опыт. Если ты делаешь впервые, без опыта, на это тратится очень-очень много времени. Сейчас я хочу просиликонить вот здесь вот внутри, для того, чтобы все это было герметично, аккуратно. Очень много времени потратил на то, чтобы эксцентрики ровно выставить. То есть у меня то один так, то вот так. Их надо по 100 раз выкручивать. Если не соврать, каждый эксцентрик я вкручивал и выкручивал, наверное, раз 10. Еще раз все тщательно проверил, чтобы, не дай бог, нигде ничего не бежало, чтобы потом не переделывать. Аккуратно накручиваем сюда вот эту ерунду. Зачем я делаю такой акцент, не знаю. Специально на ключ одел малярный скотч, вот такой в интернете увидел это, для того, чтобы не царапать гайки, хотя я их немного уже поцарапал. Нужно было, конечно, тщательно закрывать смеситель, чтобы на него вот такая всякая ерунда не прилипала. Ну ладно, ничего, помоем. В целом все выглядит вот так. Тем временем у нас готовится супчик. Вот сегодня на помощь мне прибыла Жинка. Шоки, собачка. Сегодня нас на обед ожидает вкусный суп. Дед тоже занят непростым делом. Ну а я уже снова работаю с плиткой и уже смастерил вот такой кусочек под ванну. Вот здесь уголок аккуратненько обрезал. Супер ювелирная работа моя. И вот сюда, оп, так, чтобы за подлицо все ставилось, чтобы было аккуратно. Ну вот, собаки лапу придавили. И вот этот маленький кусочек пойдет тоже вот сюда. Чикс. Идеально. Далее буду выставлять экран из профилей, зашивать гипсокартоном. И остатки плитки у меня остались как раз вот сюда снизу пойдут. Здесь все аккуратненько, красиво закрою. После того, как мы почистили все швы от засохшего плиточного клея, честно сказать, это было непростое занятие, потому что плиточный клей, он жесткий, не такой, как штукатурка, и со швов его выковырить непростое занятие. Теперь смочили, прошлись губкой. Я подобрал специально затирку серенькую, чтобы швы не были темные, чтобы эта плитка смотрелась на стене более монолитная. Мне сказали, что затирку стоит брать хорошего качества, подороже. Вот поэтому церезит я взял. Сейчас будем затирать. Так вот оно выглядит. Примерно как штукатурка. Тут проблемка одна нарисовалась, когда я клеил вот этот кусочек маленький. Теперь наклею, он плывет. И СВПшку туда поставить не могу, вот это вот, для того, чтобы зазор был правильный. Потому что не оставил там щель для нее. И вот теперь приходится что-то выдумывать, для того, чтобы эта плиточка держалась. Думаю, что-то вот так подпереть может. Но зато примыкание какое вот получилось аккуратное. Раз, чикс. Вот, четко будет вот так. Поставил вот такую розеточку. Ой, розетку. Взял простую расческу, вот этот строительный крепеж, согнул ее буквой Z и вот сюда впендюрил. Шикарно держится. Супер. Отлично. И последняя, финальная, крайняя, как угодно. Плиточка пойдет вот сюда. Кстати, я для себя понял несколько моментов, пока вот клеил плитку и работал с плиточным клеем. Это словами не объяснить, наверное, это нужно самому поработать, заиметь какой-то опыт для того, чтобы понимать, насколько густой должен быть клей, сколько его должно быть примерно на плитке. Надо сюда клеить на стену клей или не надо, это нужно поработать для того, чтобы самому, ну как бы, понимать. Что бывает такое, что плитку приклеиваешь, она внутрь туда проваливается относительно других плит. Соответственно, клея нужно больше. Слишком жидкий клей делаешь, плитка начинает, более такая подвижная, начинает плавать на стене. То есть такие все моменты, они приходят с опытом. Когда клеишь плитку, нужно учитывать все, все плоскости. Плитка будет стоять так, 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 относительно этой плитки, относительно стены, относительно ванной, как. Именно поэтому такая работа
хорошо оплачивается. Странно, что я эту плитку, когда просто подгонял, она здесь садилась идеально, а теперь упирается. И здесь есть зазор. Во, прикол. Оно же идеально садилось, без клея было. Да выделалось. Пытаюсь собрать короб под ванной. Взял, оказывается, не тот профиль. Надо было профиль чуть поменьше, потоньше. Я вот такой широкий взял. Не совсем удобно и правильно. Вот такую на угол, ну вот этот профиль, на угол прикрутил его снизу. Здесь сверху нужно будет приклеить специальной клей пеной. Вот здесь на стену тоже его прикрутил. Дальше пойдет сверху вот эта поперечина внутрь вставляется. Ее нужно будет сюда нанести пену, приклеить к ванне, для того, чтобы конструкция сама была жестче. Затем прикрутить там и там. Затем пойдет еще один профиль тоже по низу вот так. Затем как-то надо будет еще усилить, и можно будет нашивать гипсокартон. Я думаю, этого будет достаточно. Получился еще один косяк. Значит, захотел я выложить плитку снизу по шву ровно как на стене, то есть чтобы шов совпадал вот с этим экраном. Когда я выставил уровень, чтобы по вот этому шву он бился, сделал отметку, порезал плитку, принес, а оно не совпадает. Потом понял, что уровень, скорее всего, как-то вот так стоял под углом. Из-за этого угла 90 градусов не было, и поэтому эти швы не совпадают. Пришлось вот этот вот кусочек маленький буду класть вот сюда с этой стороны, а вон там под коммуникацией, не знаю пока как сделаю. Наверное, тоже отрезочек какой-нибудь просто поставлю, чтобы был быстрый доступ. Моя группа поддержки. Шоки хоть нормальной собачью жизнью поживет. Ну вот я и закончил укладку вот этого экрана. Конечно, обошлось, как всегда, не без косяков. Самый главный основной косяк — это то, что та сторона, она более утоплена. И вот здесь, если вот так сбоку смотреть, прямо сюда присматриваться, видно вот эту щель. Я ее промажу силиконом. Вот эта плитка еще никак не приклеена, она просто стоит. Заморачиваться здесь какие-то углы современные, там, которые под 45 градусов делают, тоже я не стал. Думаю, просто вот так сделаю, приклею, чтобы эта плитка легко снималась, чтобы был быстрый доступ к сифону. Пока клей подсыхает, я уже взял фен и начал продувать вот эти вот, чистить все отверстия вот здесь. Хочу сейчас их помыть и затем просиликонить. Видел, как в интернете сначала наносят силикон, затем сбрызгивают его стеклоочистителем или мыльным раствором, и затем резиновым шпателем вот так проходится, все становится четенько. Ну, резинового шпателя у меня, естественно, нет, у меня есть от аспирина вот такая пластинка, здесь угол как раз такой, то, что нужно. Все-таки надо чем-то более жестким, наверное. Ну и вот что в итоге у меня получилось. Если честно, я даже представить в голове себе не мог, что у меня получится такой результат. Ванна практически готова, за исключением нескольких мелочей. Стоит доложить сюда еще одну маленькую плиточку, чтобы она аккуратно закрывалась. Убрать СВПшки, затереть швы. Я уже все просиликонил. Можно принимать ванну. В следующих видео я буду продолжать ремонт в этой комнате, делать здесь штукатуривание стен, может быть что-то еще. Так что еще увидимся.